Приветствую вас на канале Записки инвестора-любителя. Сегодня поговорим об написанном мной калькуляторе для оценки справедливой стоимости по методу дисконтирования денежных потоков или просто Discount Cash Flow Method. Что он собой представляет? Данный калькулятор позволяет определить справедливую стоимость акций. Вкратце разберем, что нужно для этого, какие параметры мы используем, ну и получим выходной результат. Так как Россия напала на Украину, Украина и украинцы нуждаются в вашей помощи. Справа в верхнем углу ссылки на благотворительные организации. Итак, как я и говорил, что нам понадобится? Нам понадобится текущая цена акции, понадобится прибыль на акцию EPS и growth rate, то есть прогноз по росту акции. Вот. Сегодня будет немножко необычное видео, так как у нас мы перейдем на живой сайт, а не будем смотреть слайды. И на живом сайте будем дальше смотреть, что происходит. Видим ссылку на калькулятор и на мой сайт, и видим сам калькулятор. И здесь в статье описано вкратце, что каждый параметр означает и вообще для чего это нужно. Если прочитать первый абзац, то метод дисконтирования денежных потоков называют универсальным способом для оценки стоимости бизнеса акций. Да? Так как он позволяет понять, чего стоят будущие доходы компании в настоящий момент. Что это означает? Так как деньги все время имеют свойство инфлировать, да, то есть они все время становятся дешевле, то деньги текущие дороже, чем деньги будущие. То есть текущие $100 намного дороже, чем $100 через 5 лет. Потому что инфляция в среднем, ну, при обычных обстоятельствах 2% в год, а если сейчас, то она больше, там 3, 4, 5%. Вот, поэтому деньги теперешние дороже, чем будущее. Вот, итак, что нам нужно для этого? Мы открываем Finviz, и первую акцию, которую мы посмотрим, это West Management. Очень хорошая компания, но все время кажется безумно дорогой. Вот. Мы скопируем прибыль на акцию. Вот, прибыль на акцию. Вот. Дальше мы скопируем текущую цену бумаги. Вот, вставляем цену бумаги. И прогноз прибыли на следующих 5 лет. Ставим 5 лет и меняем прогноз прибыли на 5 лет. Коэффициент дисконтирования это то, сколько мы хотим получать, то есть и рост, вечный рост и терминальный рост. То есть что это означает? Допустим, бумага 5 лет будет расти на 14%, потом компания достигнет потолка и, допустим, последующие года, ну, в данном случае 10 лет, да, она будет расти не более 2%. Вот примерно что это означает. Ну и рассчитываем. И что мы видим? Мы видим, что после расчета справедливая цена акции $150. То есть она перекуплена на 11%. PE 32, PEG 2,2. И сравниваем. PEG 2,2, PE 32, ну 39, 33 там с копейками. То есть видим. И о чем это говорит? То есть компания действительно выглядит дорогой. Вот, и она переоценена. Это не значит, что это плохая компания, но стоит задуматься, то есть если вы сейчас проинвестируете в такую компанию, то вероятнее всего вам придется ждать минимум год, чтобы она вошла в справедливую свою оценку, да, то есть в справедливую стоимость. И только последующие годы, если все будет хорошо и компания будет развиваться так, как есть, то она тогда уже как бы пойдет дальше. То есть получается, что вы как бы 1 год теряете в инвестировании, потому что вы купили акцию дороже, чем она есть. Вот. Но опять-таки этот калькулятор не конечная инстанция. Он только позволяет понять, перекуплена или недооценена акция. То есть, но руководствоваться им как вот полноценным инструментом, вот посчитал и сразу можно покупать, или там
посчитал и точно не покупаю, это будет крайне неправильно. То есть нужно оценивать компанию целостно, по фундаментальным показателям, по мультипликаторам, по отчету, по тому, как развивается компания, в каком направлении она развивается, диверсифицирует ли она свой бизнес или же а, вкладывается только во что-то одно. То есть все эти факторы должны быть суммой, да, то есть большой ли долг у компании и так далее. То есть нельзя руководствоваться только одним калькулятором. Калькулятор это как один из инструментов, который позволяет понять, вот вам нравится бумага, вот вы посчитали, вроде бы компания все хорошо у нее, внешне все неплохо, но вы видите, что бумага дорогая, то есть вот она реально дорогая, да. Тогда вы можете просто добавить такую компанию в избранное и подождать, когда будет коррекция или у компании что-то произойдет, хуже она не станет, но вы купите акцию значительно дешевле. Вот в принципе для чего это нужно. Итак, давайте еще посчитаем какую-нибудь компанию, чтобы понимать, как это работает. 3М это вот дивидендный король. В принципе, бумага чисто дивидендная, и калькулятор это сейчас покажет. Допустим, мы ввели прибыль, я промахнулся, ввели прибыль, видим, что компания планирует расти всего на 0,5% в год, то есть последующих 5 лет, что очень-очень-очень мало, да, и текущая цена акции 147. И что мы видим? При расчете мы видим, что акция очень сильно перекуплена. Вот. И то, что я говорил, да, то есть мы берем и если подставим сейчас то, что прибыль будущую, которую они говорят, что вот в следующем году будет $11 почти, да, мы ее подставляем и видим при расчете, что цена справедливая, да, то есть на текущий момент уже инвесторами учтена будущая прибыль, то есть акцию настолько раздули, что текущему инвестору, который купит эту бумагу, придется ждать год, и только в следующем году, где-то так под конец года, когда будет уже следующий отчет, будет понятно, как развивается компания и насколько, скажем, ее будущие прогнозы радужные или нет. Я бы сказал, это неоправданный риск, то есть это дивидендная бумага, и она явно сейчас перекуплена, даже при учете в том, что она вот как будто бы и скорректировалась от хаев на 27%, но с ее текущими прогнозами и прибылями, да, у компании явно не все в порядке. То есть она не собирается сильно динамически расти, и то есть эта бумага, скорее всего, будет болтаться вот, ну, плюс-минус там 20% вверх-вниз. То есть в боковом движении какой-то энный период времени. Я думаю, 3-4 года точно. Ну, судя по прогнозу вот, по вот этому. Вот. Давайте посмотрим такую интересную компанию, как Intel. Она сейчас у всех на слуху. Вот. У нее вышел плохой отчет. И как бы прогнозы по будущей прибыли 1%. То есть такие же плохие, как, грубо говоря, у 3М. Но я думаю, у Intel все-таки больше потенциал. Вот. А здесь давайте возьмем будущую прибыль, то есть так как она меньше, мы берем минимальную. Ну, это будет более объективный расчет, чем если взять максимальную прибыль. Вот. Почему так? Данный метод вообще не подходит для компаний, которые не прибыльные, которые очень сильно растут, и компании, которые, то есть это венчуры, компаний, у которых нестабильные потоки. То есть данный метод не годится. То есть он не совсем универсальный, как описано. Так принято считать, что он универсальный, но это не так. То есть если у компании компания растет на 50% в год, а потом на 20%, а потом опять на 50%, то этот метод не работает для таких компаний. То есть для этого метода нас интересует только акции, которые стабильные, зарекомендовали себя стабильными денежными потоками и растут планомерно там 10, 15, 20% в год. Если компания растет больше 20% в год, это быстро растущая компания, это акция роста.
Вот, и там очень сложно предсказать, что будет с компанией. Все ли у него будет хорошо или в какой-то момент рост сменится на отрицательный и так далее. Вот. Что мы видим по Intel? Даже с учетом того, что прибыль на акцию будет 2,8 доллара, при текущей цене и будущем росте на 1%, мы видим, что бумага недооценена на 11%. Это говорит о том, что компания при текущей цене недооценена, и бумага будет стоить около 40 долларов в будущем. И я, в принципе, абсолютно с этим согласен, особенно если Intel построит свои заводы, которые он хочет, и у него, я думаю, все получится, то бумага начнет расти активно. Но это будет в будущем, нельзя загадывать наперед, все может пойти действительно не так. Вот, но калькулятор предсказывает, скажем, что справедливая цена на 11% выше. Так, давайте еще кого-нибудь посмотрим. Вот яркий представитель, компания Tesla. Это вот компания с экстремально большим PE, с экстремально большим прогнозами роста. Вот. Ну и давайте возьмем 8 долларов прибыли на акцию. Дальше у нас прогноз 51% в год. Это просто что-то с чем-то. Вот. И текущая цена. Что мы видим? Видите, как калькулятор говорит, если компания действительно 5 последующих лет будет расти более 51% в год, то акция недооценена. Но здесь есть одно маленькое если. Если будут проблемы с полупроводниками, если будет проблема с поставками или еще с какой-то ерундой, какой-нибудь еще черный лебедь в виде ковида или, да неважно, что-нибудь, да, и компания не справится с этими прогнозами и, допустим, будет расти не 51%, а 35% в год. Вроде бы не намного хуже показатель, да, но все же. И что мы видим? Изменилось относительно немножко, да, то есть на 35% рост, а видим, что акция сразу становится перекупленной на 20%. То есть оправдать экстремально большой рост на длинном интервале времени, то есть 5 лет это довольно большой интервал времени для акции, особенно роста. Вот, и я бы подумал бы дважды, прежде чем покупать такую бумагу, потому что это неоправданно большой риск. Вот, в принципе, яркая иллюстрация, для чего нужны такие калькуляторы. Формулу, в принципе, можно найти в интернете, это небольшой какой-то стратегический секрет, вся информация есть, то есть, как бы, можно спокойно брать, рассчитывать, пользоваться. Как говорится, все абсолютно бесплатно. Вот. И еще рассчитаем две компании для примера, из разных секторов. Bank of America. Опять-таки банки у всех на слуху, банки очень сильно скорректировались. Видим, что скорректировались более чем на 30%, что, как говорится, не может не радовать. Вот. И текущая цена акции такая. И здесь мы... Рекламка вылезла. И прогноз по росту 7% на следующих 5 лет. Что мы видим? А видим то, что бумага очень сильно недооценена. То есть, в принципе, я с этим абсолютно согласен. То есть, банк это чистая акция стоимости с хорошим PE, с отличным пэгом, то есть для банка. И мы видим, что акция будет стоить по калькулятору 61% при очень консервативном росте 7% в год. Я бы сказал, это консервативный прогноз. Вот, так что, в принципе, даже если они не дорастут до 62, то даже 50 это отличный прогноз при стоимости 34. Вот, поэтому я так сейчас жадно, скажем, стараюсь закупать данную бумагу. Вот. Ну и последнюю акцию, которую мы рассчитаем, это Johnson Johnson. Всем известный фарм-гигант с миллионом, как говорится, товаров.
диверсифицированы во всех направлениях, стабильно развивается, консервативная бумага. В общем, типичный представитель дивидендного аристократа, который потихонечку развивается. И видим, что рост 4,7%, текущая прибыль 6, ну, 7, почти $7 и цена 171. Рассчитываем и видим, что акция опять-таки перекуплена. Да? То есть, и, ну, это типичная картина, потому что такие бумаги, которые у всех на слуху, или хайповые, или дивидендные аристократы, они вот имеют такую тенденцию. То есть 1 год, вот мы видим, что если рассчитаем, то цена справедливая, да, то есть будущий год заложена прибыль почти $11, и вот при вот этой прибыли и росте в 4% мы получаем справедливую оценку акции, да. О чем это говорит? То есть мы опять-таки возвращаемся, что мы купим бумагу, продержим ее год, и только спустя год мы по сути получим справедливую стоимость акции. То есть мы по сути даем такую, как говорится, инвесторы уже заложили в текущую цену годовой рост. Вот. Ну, по возможности я бы не брал такие бумаги, но опять-таки, если вы долгосрочный инвестор, то есть вы покупаете бумаги с интервалом из серии от 5 лет, то нет ничего в этом плохого. Да, да, в год вы подождете, но следующие года у вас бумага будет уже расти соответственно. То есть заложенных 4% плюс дивиденды, то есть бумага будет соответствующе расти. Вот. Поэтому, если, как говорится, вы долгосрочный инвестор, то такие бумаги можно брать. Вот. Если же вы хотите какие-то спекулятивные или среднесрочные, то, наверное, стоит избегать таких бумаг. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мне будет приятно. Вот, а ссылку я оставлю на калькулятор в описании. До встречи на канале Записки инвестора-любителя.